статусе предпринимателя больше 15 лет. Ну, собственно говоря, в 18 лет как можно было оформлять и ИНН, и ГРН, да, ИП, так и он у меня и получился. Я совладелица группы компании «Седьмая скорость». Эту компанию основали мои родители. Нашей компании больше 20 лет, и я в этой компании работаю, да, ну, собственно говоря, я в ней выросла, да, сначала, потом начала работать, а потом уже выращивать эту компанию, да, реализовалась. Вот, и... Ну, так вышло, что я сейчас занимаюсь развитием, продвижением, да, компании. Помимо этого, я профессионально занимаюсь финансовым консалтингом, да, надо не только заработать, но и сохранить. Это очень важно, да, как некоторые считают только выручку, а чистую прибыль не считают, да, вот там много нюансов. И развиваюсь тоже в проекте ЮДС. Мы... На этапе знакомства с системой, это был 2017 год, то есть еще до знакомства с системой, ну, года 2 или 1,5 у меня было очень много задач по автоматизации, которые я решить не могла. Да? Мне хотелось автоматизировать сбор клиентской базы, при этом с соблюдением законодательства, да, то есть уйти от анкет. Сотрудники жаловались о том, что люди не хотят заполнять анкеты, это долго, да, ручным способом вот эти контакты собирались, и как-то вот не очень это было подконтрольно. Очень хотелось оптимизировать рекламный бюджет, особенно отказаться от платных смс-рассылок. У меня большая очень клиентская база была собрана. Крайний раз за 5 лет мы собрали вручную 40 тысяч клиентов, и, соответственно, 1 раз в месяц отправляли им смс, что в приличные деньги выливалось. Далее очень хотелось управлять именно рекомендациями. Мы видели, что в наш бизнес основной поток людей приходит через рекомендации, но тем не менее есть какая-то сезонность, есть какие-то вот моменты всплеска и падения прибыли, и чтобы развиваться, чтобы какие-то глобальные проекты начинать, вообще планировать там на 3-5 лет вперед, да, я так делаю, нужно понимать некую стабильность и свой ресурс, да, и хотелось как-то среднюю вывести, да, среднюю вот эту прибыль, среднюю покупательскую эту способность, и было непонятно, как вот держать на определенном уровне вот это сарафанное радио, да, как с ним работать. Куча была методик, которые я знала, они были вручную все реализованы и хорошо работали там на 10-20 человек, да, например, салон красоты, да, но никак не на клиентскую базу 40 тысяч, да, то есть реализовать это было практически невозможно в ручном режиме, и я даже не рассматривала нагружать этим персонал. Защита клиентской базы от угона, понятно, бывают очень предприимчивые сотрудники, да, которые в своих целях делают какие-то интересные вещи в бизнесе, и тоже бизнес должен быть защищен, клиентская база — наше все, да. Очень хотелось получать качественную обратную связь в нашем регионе в сфере автосервиса и автозапчасти. У нас сейчас 3 магазина автозапчастей в разных частях города и 2 больших автосервиса, то есть всего 5 объектов работает, да. В электронном справочнике 2GIS зарегистрировано более 200 аналогичных предприятий на наш город. При этом эти предприятия заплатили за рекламу. То есть сколько предприятий не зарегистрировано от тех же мастеров, которые делают что-то дома, в гараже, ну вот такая серая сфера, да. Вот, соответственно, очень много черного пиара, да, то есть периодически в интернете, в странных источниках, на которых невозможно проверить и невозможно дать обратную связь, появляются какие-то странные отзывы, причем они явно не соответствуют действительности, потому что часто там об услугах, которые мы не оказываем, да. Мне очень важно было на самом деле понимать, какую полезность мы приносим клиенту, что все-таки клиент о нас думает, да? Вот, у нас, знаете, мы как скорая помощь, и наш клиент в моменте, когда он нас обслуживается, достаточно неврозен, да, и поэтому
хочется думать, ну, точнее, есть ощущение у новичков, как будто бы всегда все плохо, да, то есть всегда люди напряжены, но они просто не любят процесс авторемонта, и на самом деле все хорошо, но вот в моменте человек напряжен. И по качественной обратной связи мы это тоже поняли, убедились. И очень хотелось качественно взаимодействовать с клиентами, дарить подарки, слать смс с поздравлениями, всячески на праздники оказывать знаки внимания. Я думала, как это реализовать. Ну, представьте, 40 тысяч клиентская база, это мне нужно отдельного сотрудника нанимать, отдельную телефонную линию выделять. Этот сотрудник круглые сутки только будет заниматься тем, что обзванивать клиентов, там их поздравлять, да. При этом вот крайний раз мы делали обзвон клиентов своими силами, 5 сотрудников занимались этим 9 месяцев, ребят, но это очень затратно, это очень тяжело. На аутсорс пару лет назад мы отдавали обзвон, это при курсе доллара там 56, это было 150 тысяч, и то я еле нашла, кто мне окажет такую услугу в нужные мне сроки. Ну, то есть это практически нереально, но очень хотелось, да, это как раз то, от чего меня отговаривали, зачем в автосфере это нужно, вот очень хотелось. Итак, сейчас сверюсь со временем, 7 минуток у меня. На данный момент мы используем кэшбэк, вознаграждение за рекомендацию до 3-го уровня. Мы используем бесплатные пуш-уведомления из новостей 2 раза в неделю. Это то, за что я изначально купила систему. Да? Дальше покажу расчет. Я отказалась уже от смс-рассылки. Дополнительно у нас есть мотивация персонала и KPI, что отлично сказывается на качестве работы сотрудников, потому что они видят, какую оценку им поставил клиент, а не руководитель. И они уже стараются для клиента, что нам и нужно было изначально, и налаживают отношения уже с клиентом. То есть сервисность серьезно повысилась без участия собственника, да, что прекрасно само по себе. Автоматические поздравления с днем рождения улетают моим клиентам, баллы мы им дарим. Когда они ставят нам оценку, автоответом улетает обратная связь от собственника, да, и клиент видит благодарность, да, он сделал операцию, поставил оценку, ему прилетает: спасибо большое, да, что вы выбираете нас, руководитель, такой-то, такой-то там человек, да, то есть он понимает, что может напрямую общаться с собственником. Общение с клиентами через сообщения. Друзья, оказалось, что наши клиенты невероятно живая аудитория. На какие-то новости, на какие-то поздравления, даже элементарно с праздниками, 1 мая, да, идет моментом в течение минуты после рассылки по 70, по 100 ответов, люди поздравляют. У нас случай такой был интересный. Девушек-сотрудниц поздравили, в приложении прилетело сообщение от клиента с поздравлением сотрудниц с 8 марта. Я отскринила это сообщение и отправила сотрудницам, на что они удивленно мне рассказали: мы не ожидали. Оказалось, что отправитель сообщения — это дедушка, которому 70 с копейками, которому они недавно поставили UDS с полной уверенностью, что он не сможет им пользоваться. Прошло пару дней, он на 8 марта прислал девочкам через UDS сообщение с поздравлением. Тоже так интересно. В общем, мы в живом тесном диалоге, что нам в эпидемии очень помогло. QR-кодами мы пометили источники трафика, поделюсь, как сработало. И мобильное приложение предпринимателя у меня в телефоне позволяет мне быть поспокойнее. Я вижу, что происходит, идут транзакции, идут деньги, вижу обратную связь. И настолько уже за 2 года к этому привыкла, что вот у меня бизнес в телефоне, что в прошлом году позволила себе бесчисленное количество путешествий, и одно даже продлилось 21 день, чего за предыдущие 14 лет моего предпринимательства никогда не было. Я все время боялась куда-то уехать, что-то случится. Это были поездки 5-7 дней, а тут 21 день. Еще это было Бали, вообще космос. Вот так мы оцифровываем наших клиентов, да, источник трафика мероприятия. Берите, пожалуйста, код, можете посмотреть, как настроена наша панель, написать, можете позвонить нам на телефон, услышать, какое голосовое сообщение говорит человек в телефонии. Он призывает вас тоже использовать UDS, потому что это выгодно. Говорят, помогает очень.
Наши результаты за 2 года. Почему за 2 года? Потому что, когда мы покупали систему в 2017 году, и не было столько крутых внедренцев, нам помогал информационный агент, который нам ее презентовал, да, мы после долгих раздумий ее купили, потому что я не верила, что такое количество инструментов может быть в одном месте, да. Я хотела это все внедрить, и мне предлагали на рынке разные программисты, разные куски из разных программ, которые каким-то волшебным образом надо было соединить, и потом обучить людей с этим работать, и минимальный чек мне выставляли 2 миллиона рублей, на что я говорила: ребят, извините, на 2 миллиона рублей я буду не оцифрована, а прекрасно там на каком-нибудь чудесном курорте отдыхать, да, то есть 2 миллиона рублей на это тратить не готова. Когда мне сказали, что все, что я хочу, существует, показали систему, что люди уже ее придумали, я долго не верила, и когда спросила цену, мне говорили $900, да, я говорю, в месяц? Да нет, $900 в год? Нет, просто $900. Я долго не верила и попросила проводить презентацию каждому нашему руководителю подразделения, чтобы удостовериться, что я все правильно понимаю, и это столько стоит. В общем, тогда мы сами внедряли, внедренцев не было, да, только начинали. Смотрите, сейчас 2020, да, мы купили систему в июне 2017, в августе там мы уже как раскачались, да. Сейчас мы оцифровали 9259 клиентов. Мы видим, что у нас клиентов 80% мужчин и 20% женщин. Ранее мужчин было 85%, а женщин 15%. Когда мы добавили Инстаграм, женщин-клиентов стало больше, от чего мы поняли, что Инстаграм – это источник женского трафика. Средний возраст 36 лет, что само по себе потрясающе. Это люди, которые еще а значит, мой бизнес может с ними вместе быть еще долгое время, мы друг другу будем помогать. То есть стратегически я понимаю, что бизнес на десятилетие еще можно развивать, да, и работать. Ежели бы тут был человек среднего возраста, там, 65 лет, да, мы бы призадумались. Смотрите, здесь у нас средний чек 3885 рублей. Вот за 3 года почти составил. Если мы с вами обратимся к статистике, которая идет мимо приложения UDS, то есть у нас люди, которые приложением не пользуются, мы не заставляем их, не уговариваем, да, вот, не хотят они пользоваться, там средний чек 2000 рублей, то есть один и тот же человек с приложением в 2 раза больше тратит у меня, чем без приложения. Кого мне выгодно привлекать и с кем больше работать? Конечно, с человеком, который пользуется приложением. Это просто экономически выгодно, да? Обратите внимание, мы своим клиентам надарили 34 миллиона баллов, да? У нас можно 20% чека оплатить баллами. Считайте, сколько должно денег прийти, чтобы они эти баллы списали, да? Тут как раз про щедрость мою люблю дарить. Так. 1 минуточка. Смотрите, баллами клиенты за весь этот период оплатили 3 миллиона. Это всего-навсего 5% прямая скидка. Да, это те, кто не разбирается в расчетах и пугается, как это я должен принимать баллы. При правильных настройках 5% всего прямая скидка, а на самом-то деле у меня были акции и по 25% скидка ранее, да, то есть вот эта вот оптимизация маркетингового бюджета равно прямая чистая прибыль в карман собственников, да. Далее у нас рейтинг клиентов. Мы считали, что у нас низкопотребляемый бизнес. Ну, вот раз в год человек делает автомобиль, а у нас за 3 года уже 171 привилегированный клиент, что для нас было сюрпризом. Обратите внимание, 10 уровней рекомендаций, тогда как считается, что мужчины рекомендуют неохотно. И тем не менее, 10 уровней рекомендаций, на 8-м есть покупка, и я отслеживала, откуда пришел этот человек с 8-го уровня. Он пришел по рекомендации человека, который живет совершенно в другом регионе нашей страны. Представьте, как это интересно работает. Ну, кто бы мог подумать, да, что так вот тоже клиенты попадают в наш бизнес.
Далее вот те самые новости, да, мы завела, как пост в Инстаграм завела, нажала кнопочку, 9000 людей тут же его получили. Но вы понимаете, что было в карантин, да, объявили карантин, и все тут же получили сообщение о том, что мы работаем с доставкой, да, пожалуйста, все супер, заказывайте, и еще баллов клиентам подарили, пользуйтесь, все время были с людьми на связи, и поэтому, в принципе, у нас в карантин мы отработали, там, ну, потери всего несколько процентов по выручке, потерям, мы вообще были, ну, знаете, приятно шокированы, то есть практически ничем не отличался по показателям наш месяц пандемии от месяца не пандемии. Я считаю, это заслуга цифровизации, это очень круто, то есть мы реально из дома смогли работать прекрасно, вот практически в обычном режиме, все рабочие места сохранены, люди получили зарплату вовремя, в полном объеме, ну то есть вообще шикарно, ребят, шикарно. Отзывы. Смотрите, 2535 отзывов, из них средняя оценка 4,9. Ну, то есть я убедилась, что мы классно работаем. Вот тут вот троечка есть, я отзванивалась человеку, почему он поставил 3, он сказал, что пальцем промахнулся. Ну, то есть единичные случаи, когда вот что-то действительно пошло не так, мы быстро их урегулируем. И люди ставят не только звездочки или значочки, есть отзывы очень расписанные, широко, обычными словами. Мы их скриним, и сотрудникам я направляю, чтобы моральный дух поддерживать, да, и в социальных сетях размещаем, что люди на самом деле думают о нашей компании. Это очень хорошо помогает на самом деле. Общаемся, да, через сообщения. Вот такое вот сообщение у меня отправляется при покупке, да. Приветствую вас и благодарю за высокую оценку. Рекомендуйте нас своим друзьям. С уважением и благодарностью, Татьяна, руководитель 7 скорости. Вот. Мне было бы приятно, когда бы я что-нибудь покупала, и мне руководитель этой компании такое сообщение присылал. Ну вот у нас очень много общения через вот этот чат, и инициаторами часто являются сами клиенты, да, после отправки новости сразу приходят какие-то вопросы. Ну, в приложении видно, что мы любим, когда у нас чисто и красиво, да, то есть люди могут понимать, что они поедут за запчастями в красивое чистое место, да, вот, ну, есть у нас особенная любовь, да, к чистоте. Вот, хорошо, что приложение это показывает. И смотрите, друзья, самое вкусненькое это сколько денег нам пришло через приложение. То есть люди со 2 уровня рекомендаций по 10, это получается тех, кого мы оцифровали в точках, это 1 уровень рекомендаций, они дальше пошли рекомендовать. Со 2 по 10 уровень рекомендаций, да, кстати, у нас пик рекомендаций в пятницу в 23 часа. Прилетают сообщения, у вас оцифрован новый клиент, оцифрован новый клиент. Смотрите, здесь эти люди за все время, вот с 19 июня по 27 мая, вот за 3 года, да, принесли в кассу 6 миллионов 500 тысяч рублей. Да, я ни копейки не потратила на их привлечение. А баллами они оплатили, прямая скидка составила 4%. То есть за 4% скидки 6,5 миллионов баллов. Да? Обратите внимание, средний чек по рекомендациям. Если обычный чек без приложения 2000, с приложением 3800, то со 2 по 10 уровень по рекомендации 4266. Почти в 2,5 раза люди по рекомендации через приложение тратят деньги. Мы нащупали свою аудиторию, да, это вот мужчина 36 лет, который со смартфоном, вот он тот платежеспособный наш клиент, который хочет у нас именно покупать и ремонтироваться, да. И источники трафика. Обратите внимание, мы проверили, как сайт наш работает, оцифровка покупки. Когда к нам пришло предложение продлевать электронный справочник 2GIS, мы проверили, приводит ли он нам живых клиентов, и это действительно так. Мы проверили, как работают социальные сети. Обратите внимание, 10 оцифровок, всего 2 клиента, но они принесли аж 63 тысячи. Да? И обратите внимание, что есть у нас 7 скорость, это тот код, который указывает
указан в приложении. Мы обратили внимание, слово паразит, обратите внимание, мы увидели по отчетам, что у нас порядка 30-40 тысяч рублей в месяц приходит от клиентов, которые сами оцифровались в приложении. 10% оцифровок из приложения люди сами оцифровываются. То есть для нас UDS стал определенным таким источником трафика. Да, это всего 10% клиентов, но это 10% клиентов, за которых я не заплатила ни копейки, а они при этом тут же деньги мне приносят, да, учитывая весь предыдущий функционал, это, ну, классно, классный сюрприз, да. Вот. Итак, друзья, мы сейчас хотим оцифровать все-таки 40 тысяч клиентов, у нас 9 тысяч оцифровано, да. Уже в год каждый год мы экономим 629 тысяч рублей на СМС-рассылке, потому что мы отказались от нее, полностью перешли на push-уведомления, и это вот те суммы, которые за счет уменьшения маркетингового бюджета идут на другие расходы бизнеса, такие как зарплаты, премиальные и чисто прибыль предпринимателю, да, вот эта сумма. Мы обучаем, стимулируем наших клиентов рекомендовать, потому что наши мужчины не очень любят рекомендовать, да, по статистике. И получается, что мы записали классное голосовое сообщение, когда человек звонит нам в телефонии, ему рассказывают про это сообщение. Конечно же, мы хотим быть в телефоне каждого нашего клиента за минимальные деньги. Абонплата $300 в год, поделите на 12 месяцев, $25 в месяц. По нынешнему курсу вот это все за 1800 рублей всего. На мой взгляд, это более чем элегантнейшее, шикарнейшее решение. Друзья предприниматели, перемены – это хорошо. Пробуйте новое. Благодарю вас за внимание.